Всем привет! В этом видео я расскажу, как научиться справляться с прокрастинацией, как научить себя перестать откладывать дела на потом. Итак, прокрастинация – это саморазрушающее поведение, при котором человек откладывает дела на последний момент. О прокрастинации знают с давних времен. Еще древние греки говорили о подобном состоянии, называя его акрасия. Акрасия по-гречески – это слабоволие, либо несдержанность. Это когда человек поступает вопреки здравому смыслу, когда он выбирает не то, что ему нужно сделать, а то, что ему приятно делать. К сожалению, в наше время это еще более актуально, поскольку у нас очень много соблазнов и разных отвлечений. Есть хорошая новость. Есть приемы, благодаря которым мы можем справиться с этим недугом. И об этом я сегодня расскажу. Меня зовут Олеся, и добро пожаловать на мой канал. Это мое первое видео, и, собственно говоря, это мой пример, как я лично борюсь с прокрастинацией. Я долго думала о создании YouTube-канала и все время откладывала. Ну и, собственно говоря, это мое первое видео, и все приемы, о которых я вам расскажу в этом видео, я использую в своей жизни, и я надеюсь, они помогут вам. И в общем целом они помогли мне вот дойти до этого этапа, когда я записываю это видео. Итак, вопрос, почему мы прокрастинируем? Вопрос очень интересный. И, к сожалению, на сегодняшний день множество теорий, но нету какой-то универсальной теории, которая дала бы ответ. Психологи утверждают, что в основу прокрастинации лежит психологические проблемы. Человек таким образом пытается избежать негативных каких-то ощущений, эмоций. Зачастую говорят, что перфекционизм может являться причиной прокрастинации, неприязнь к делу, может быть психоэмоциональное выгорание, может быть человек не хочет чувствовать себя виноватым, не хочет, может быть, как-то разочаровываться, ну и так далее и тому подобное. Все-таки прокрастинация в той или иной мере присуща каждому из нас. Поэтому, независимо от того, какие психологические проблемы, все равно есть методы, которые позволяют нам справиться с этой проблемой. Кстати, по поводу прокрастинации и лени. Порой люди путают эти два понятия. Прокрастинация – это когда у человека расходятся намерения его с действием. То есть он намеревался, например, сделать одно, а сделать совершенно другое. Ну, например, он собирался пойти в зал, но вместо этого он пошел, помыл посуду, он там проверил все e-mail, может быть, еще, но так в зал он и не пошел. То есть он прокрастинирует на тему зала. А лень все-таки это недостаток или отсутствие трудовой деятельности, трудолюбия. Или же предпочтение вообще свободному времени любой трудовой деятельности. Поэтому, в общем, человек, который прокрастинирует, он намеревается что-то делать, а человек, который ленивый, он, собственно говоря, даже и ничего и не намеревается. Вот. Значит, какие есть методы борьбы с прокрастинацией? Самый первый метод – это техника маленьких шагов. Разделите, если у вас очень большая цель, ее надо разделить на маленькие цели. Порой большая цель, она просто отпугивает человека. И он понимает, что как много ему нужно посвятить энергии, своего времени, своих сил на то, чтобы достичь вот этой цели. И порой это является именно загвоздка в том, чтобы вообще начать что-либо делать. Поэтому, разделив вот эту одну большую цель на маленькие цели, гораздо легче и более вероятности в том, что человек начнет что-либо делать. Я вам расскажу на примере например, создания этого YouTube-канала. Когда я думала по поводу создания, по поводу вообще вот записи видео и вот всего прочего, ну, не знаешь, с какой стороны поступиться. И откладываешь, тебе кажется, что это, действительно, вроде как звучит хорошо, но на самом деле ам, слишком большая цель. Но
поступая маленькими-маленькими такими шагами, например, как зарегистрироваться вначале хотя бы, да, на YouTube, второе там, ну, не знаю, сделать обложку для канала там, и это второй шаг, маленькими шажочками просто продвигаться потихоньку, и тогда вроде бы как будто бы все по силам. Второй способ борьбы с прокрастинацией – это не переоценивать значение мотивации. Это такое общепринятое заблуждение, когда мы все ждем мотивации, как какой-то искры, которая вот она зажгла нас, и мы э, просто не можем остановиться, мы просто делаем, и, собственно говоря, все у нас спорится. К сожалению, ждать мотивации порой можно умереть и не дождаться мотивации для того, чтобы что-то сделать. Наверняка как бы все испытывали на себе прокрастинацию каких-то рутинных, скучных дел, которые ты должен сделать. Ты просто вынужден их делать, но ты их откладываешь, потому что они неинтересны. И мотивация к этим делам никогда не придет. Насчет мотивации есть замечательная книга Джеффа Хейдена, называется «Мифы о мотивации». Так вот, Джефф говорит абсолютно обратное. Он говорит, что действие приходит в начале, а потом возникает мотивация. Маленькие регулярные успехи, они рождают мотивацию. Я записала для вас небольшую цитату из этой книги, и вам настоятельно рекомендую, если вот интересен этот вопрос, почитать. Книга отличная. Она на самом деле дает надежды какие-то и чувство контроля своей жизни. Говорит, что огонь разгорается, когда вы сами терпеливо разжигаете его, и он питается чувством удовлетворения от прогресса. У искр мотивации недостаточно силы, чтобы заставить вас действовать на протяжении долгого времени. Как только сияние угасает, то вы остались у подножия все той же горы, в страхе перед тем, что нужно сделать, чтобы взобраться на вершину. В начале действия и от небольшого успеха придет мотивация. Собственно говоря, я заменила слово мотивация на слово дисциплина и слово привычка. Дело в том, что дисциплина рождает привычку, а привычка, как Аристотель говорит, вторая натура. Поэтому я думаю, что мотивацию не стоит ждать, нужно просто работать. Третий способ, как побороть прокрастинацию, это начать, как помочь себе начать делать, да, ну, какое-то дело, которое вы откладываете. Хорошая аллегория – это как шар, который лежит вот на склоне, да, который достаточно просто толкнуть, и он покатится по инерции достаточно с хорошей скоростью, собственно говоря. Вот порой нам не хватает вот этого толчка, и нас потом не остановить. И, собственно говоря, вот как помочь себе вот именно подтолкнуть себя для того, чтобы начать что-то делать. Так вот, для этого существует несколько правил. Первое правило – это правило 5 минут. Ну, вы можете его назвать правило 5, можете 10, можете 15 минут. Это вот как вы сами хотите, но много не называйте минут. Лучше поменьше, конечно. Значит, это правило следующего характера. Если вы заметили, что вы прокрастинируете и вам нужно что-то делать, то вы договоритесь со своим мозгом, что вы делаете это дело на протяжении 5 минут. Но концентрация стопроцентная. То есть не так, что вы там отвлекаетесь, а в течение 5 минут. Ну, либо 10 минут. Мне помогало это правило, кстати, всегда, когда я откладывала учебу, я помню. Я говорю, ну все, хотя бы 10 минут. Ну, а если начала писать курсовую, то там уже, знаете, как пошло. Но даже если вы действительно 5-10 минут позанимались этим делом, все равно это лучше, чем ничего, потому что вот здесь вот магия рождается. Здесь магия рождается, что вы сделали то, что вы намеревались. Вы себе возвращаете эту силу. Поэтому это очень важно практиковать. Еще одно правило – это правило 2 минут. Это правило я тоже очень часто использую. И здесь, конечно,
смотрите, потому что у некоторых людей, которые не могут остановиться, это может быть сыграть злую шутку, когда человек все время что-то делает, и это другая проблема. Но правило 2 минут заключается в том, что вы не откладываете дела, те, которые меньше 2 минут. Ну, например, разбросаны носки. Это у меня, извините, о больном на полу. Так вот, если это занимает меньше 2 минут, собрали и все, и носков нет. Ну, собственно говоря, это очень легко поддерживать чистоту по этому правилу. Ну и, собственно говоря, не откладывать, если нужно проверить почту, например, потому что часто очень тоже люди прокрастинируют и не возвращаются, ну, кому нужно, да. То есть все, что меньше 2 минут, делайте не откладывая, но без фанатизма тоже. Ну и в заключение я бы хотела бы сказать следующее, что даже если вы по какой-то причине все равно отложили свое дело, то не вините себя, простите себя и просто начните сначала. Просто начните сначала и все. Потому что когда вы вините себя, вешаете себе какие-то ярлыки, это только усугубляет ситуацию. Мы все, мы все люди, мы все человеки, поэтому, в общем, когда вы начинаете сначала, вы знаете, у вас инструкция есть, вы знаете, куда двигаться, все будет хорошо. Я вас очень благодарю за просмотр. Конечно, я волнуюсь. Говорят, что 50 видео вообще это я снимаю для своей бабушки, поэтому, собственно говоря, я не в ожидании, что кто-то будет смотреть. Большое вам спасибо и до новых встреч. Пока.